Не обязательно быть большим знатоком истории 20 века, чтобы помнить о существовавшей после Второй мировой войны гонке вооружений между Советским Союзом и США. После изобретения в 1945 году в Штатах атомной бомбы, советские ученые выступали в роли догоняющих, проведя собственные испытания только в конце 1949-го. За этими событиями последовало открытие в 1954 году первой в мире Обнинской АЭС, выход в море первой атомной субмарины «Наутилус», а также спуск на воду первого атомного ледокола «Ленин» в 1959-м. Но все это были довольно масштабные проекты, как по затратам человеческих усилий, так и по размерам итоговых результатов. А что насчет мысли запихнуть небольшой ядерный реактор под капот легкового автомобиля? Первый концепт подобного транспорта в 1957 году представила общественности автомобильная компания Ford. Их разработка под звучным названием «Нуклеон» представляла собой не ходовой прототип и даже не полноразмерный макет, а модель в масштабе 3:8. Несмотря на это, американцы активно демонстрировали свое детище на всевозможных мировых выставках. Полет фантазии инженеров иллюстрировал всем желающим концепцию машины с ядерным реактором, которая могла пробежать около 8000 километров на одной загрузке топлива, после чего требовалась замена энергоустановки целиком. Именно этот концепт в 1958 году увидел на одной из выставок секретарь советского посольства. Будучи любителем всего технически прогрессивного, он в подробностях описал задумку американцев в своем докладе. Но военные проектом не заинтересовались, посчитав его не более чем фантазией. Зато атомный автомобиль впечатлил лично Хрущева, узнавшего о нуклеоне от замминистра среднего машиностроения Ефима Павловича Славского. Генсек поручил построить не макет, а реальный ходовой прототип автомобиля, движимого за счет работы ядерной силовой установки. Для ее разработки было создано автомобильное конструкторское бюро АКБ. Первой попыткой поставить мирный атом на службу советским автолюбителям стала идея создания уменьшенной версии реактора, применявшегося на ледоколе «Ленин». Однако от этой задумки пришлось вскоре отказаться из-за невозможности ее реализации. Безуспешные попытки продолжались до 1960 года, пока у инженеров и ученых не появилась идея постройки традиционного четырехцилиндрового мотора на ядерном топливе. Конструкция агрегата представляла собой двигатель, на торцах поршней и цилиндров которого располагались специальные шайбы, изготовленные из обогащенного изотопом урана-235. В качестве замедлителя реакции также применялись шайбы, но уже из графита. Их предполагалось смонтировать в торце цилиндров. Рабочим телом автомобильного реактора выступал гелий. Он должен был расширяться за счет выделяемого при размножении нейтронов тепла и толкать поршни. А контролировать обороты двигателя и глушить реакцию можно было за счет использования стержней-поглотителей. Также для аварийной остановки реактора предполагалось использовать экстренное введение в цилиндр раствора борной кислоты. Мотор под названием А-23 обладал поистине невероятными характеристиками. Выдавал 320 лошадиных сил мощности и свыше 800 ньютон-метров крутящего момента, доступных уже при 60 оборотах в минуту. После 70 тысяч километров успешных стендовых испытаний сотрудники АКБ начали подыскивать для своего монструозного агрегата подходящее шасси. Среди основных требований были усиленная подвеска, ведь установка весила почти 500 кг, отсутствие доступа в моторный отсек и продвинутая система охлаждения. В итоге на свет появился автомобиль под названием «Волга-Атом». Нетрудно догадаться, что донором для автомобиля стала одна из моделей завода ГАЗ, а именно 21-я «Волга». По слухам, идею компоновки прототипа советские специалисты подсмотрели у своих американских коллег. Прообразом для ядерной «Волги» послужил Ford Seattle IT 1962 года. У атомной «Волги» был невероятно длинный капот и смещенная к задней оси кабина. В передней части автомобиля размещались две оси, ведущей была лишь одна из них, в то время как поворачиваться могли все 4 передних колеса. Такая схема была вынужденной, поскольку для монтажа биозащиты реактора и массивной системы охлаждения под стандартным капотом 21-й «Волги» попросту не хватило места. Испытывать «Волгу-Атом» начали в 1965 году на полигоне под Северском. Транспорт оказался крайне тяжелым, что, впрочем, с успехом компенсировал мощный силовой агрегат. Правда, он сильно нагревался в процессе движения. Также шестиколесная «Волга» испытывала некоторые проблемы с торможением. Ядерный реактор имел ресурс пробега в 60 тысяч километров, после чего подлежал полной замене. Интересно, через сколько километров была замена водителя? Несмотря на поддержку высших эшелонов власти, инженерам-экспериментаторам так и не удалось завершить свой проект. За то время, пока шел процесс создания ядерных двигателей, Хрущев успел уйти в отставку. Сменивший его на посту Брежнев не проявил должного энтузиазма по созданию первого советского автомобиля с атомным реактором. В итоге оба мотора демонтировали, деактивировали и захоронили, а оба прототипа «Волги-Атом» после продолжительного хранения на полигоне попросту утилизировали.
Можно сказать, что проект «Волга-Атом» имеет свои корни в реальных научных разработках, но со временем он стал окружен мифами и шутками, что затрудняет различение фактов от вымысла. Как нам кажется, что появись завтра в прессе рассекреченные сведения, подтверждающие попытки создания в СССР автомобиля с двигателем на ядерном топливе, сей факт мало кого бы удивил. Настолько амбициозными и фантастическими были порой начинания советских ученых. С другой стороны, в то время действительно существовали успешные разработки в области ядерной энергетики, такие как ТЭС-3. Советский Союз, помимо всего прочего, был гигантской строительной площадкой. Освоение Сибири и Дальнего Востока, в том числе военными, требовало огромного количества энергии. Да вот только откуда ее было взять, да еще и где-нибудь за полярным кругом. Теоретически для решения подобных задач могла здорово подсобить компактная передвижная атомная электростанция. Именно такую и разработали в середине 50-х на Ленинградском Кировском заводе. Установленная на удлиненных шасси тяжелого танка Т-10 самоходная мини-АЭС весила 310 тонн и включала в себя 4 блока различного назначения. На первом модуле разместили атомный реактор с биозащитой и системой охлаждения. На втором установили парогенераторы, а также подпитывающие циркуляционные насосы. На третьем происходила выработка электроэнергии с помощью турбогенератора. А в четвертом энергосамоходе располагался пункт управления реактором. В сутки передвижная АЭС расходовала всего 14 граммов урана-235. При этом могла работать в автономке до 250 суток. В 1961 году начали тестовую эксплуатацию экспериментальной установки, но вскоре все работы по данному проекту были остановлены. Министерство обороны отказалось продолжать финансирование. Реактор разгрузили, установку законсервировали. После начала перестройки часть ТЭС-3 с турбиной отправили геологам на Камчатку. Тем не менее, советским инженерам можно поставить зачет. Никто после них не решился на подобный проект, и самоходная АЭС осталась единственным реализованным проектом сухопутного транспорта с атомным источником энергии. Буквально через 20 лет в Институте ядерной энергетики началась разработка новой передвижной атомной электростанции, которую назвали Памир-630Д. В первой половине 1980-х годов были готовы 2 первых опытных образца, которые в то время были единственными во всем мире АЭС подобного типа. Памир-630Д представлял собой комплекс из 2 полуприцепов, способных перевозить многотонные грузы. Готового шасси для станции не нашлось, поэтому пришлось разработать новый мощный тягач МАЗ-7960. Кроме шасси потребовалось сконструировать и совершенно новый ядерный реактор, не похожий на все предыдущие модели. Если в ТЭС-3 использовался водоводяной реактор, то в Памир-630Д применили реактор на основе тетраокиси азота. Это вещество обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью, а также плотностью, благодаря чему ядерный реактор сделали одноконтурным и, как следствие, более компактным. Тетраоксиду азота была свойственна серьезная проблема – очень высокая коррозийная агрессивность, которая могла привести к прорыву контура турбогенератора. Вдыхание даже небольшой дозы вещества для человека было смертельно. Ученые приложили немало усилий, чтобы сделать эксплуатацию передвижной атомной станции более безопасной. Активную зону сделали из особо прочного материала с огромным запасом прочности. Большой объем жидкого теплоносителя осуществлял надежное охлаждение, а управление реактором осуществлялось с помощью компьютерной программы. По сути, это был первый в мире автономно работающий ядерный реактор. В конечном итоге, несмотря на некоторые недостатки, было изготовлено 2 комплекта АЭС. Комплекс практически не нуждался ни в каких ресурсах для своей работы. На одной заправке ядерного топлива реактор мог работать до 5 лет. Тягачи с повышенной проходимостью могли доставить станцию Памир-630Д в любое место Крайнего Севера, даже если дорога пересекала тундру и болотистую местность. В итоге передвижная АЭС проработала около года. Время наработки станции составило 3500 часов в разных нагрузочных режимах. Запас ядерного топлива позволял обеспечить работу на протяжении еще нескольких лет. Памир планировалось поставить на конвейер. Советское правительство надеялось, что атомные станции малой мощности смогут обеспечить теплом и электроэнергией примерно 33 населенных пункта Крайнего Севера. Однако эти планы не осуществились, так как 26 апреля 1986 года произошла ужасная авария на Чернобыльской АЭС. Многие разработки, связанные с атомными реакторами, были подвергнуты строгой секретности и уничтожены. Страх перед возможными последствиями ядерных технологий возрос, и советское руководство приняло решение сворачивать подобные проекты. После этого комплекс Памир-630Д стал подвергаться массированной критике. Вначале прекратили все связанные с ним испытания, а затем по решению Совмина СССР в феврале 1988 года и вовсе завершили любые работы с самоходными атомными станциями. Оба экземпляра передвижной АЭС были выведены из эксплуатации и утилизированы. А что вы думаете по поводу атомных автомобилей? Пишите в комментариях. Смотрите мои видео также в моем сообществе в ВК и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.